Собака изо всех сил пыталась спасти своих щенят, но произошло нечто ужасное. Дорогие зрители, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра! Итан работал специалистом по охране диких животных в труднодоступных районах североамериканских скалистых гор, изучая, как животные приспосабливаются к холоду, нехватке пищи и постоянной угрозе со стороны более сильных хищников. Его временным домом была старая охотничья хижина, затерянная среди хвойных лесов штата Монтана, где он проводил долгие вечера за анализом записей, видеоматериалов и полевых заметок, сделанных за годы одиночной работы. В тот день все шло привычно и спокойно, пока поздним вечером за дверью не раздался тихий, надломленный звук, больше похожий на жалобный скулёж. Итан сразу насторожился, потому что в этих местах животные крайне редко подходили вплотную к человеческому жилью без серьезной причины. Обычно это означало либо тяжелое ранение, либо отчаянное бегство. Он медленно подошел к окну и осторожно выглянул наружу, и увиденное заставило его замереть на месте. Прямо у крыльца стояла сильно истощенная собака смешанной породы, шерсть которой была сбита и местами выдрана, а рядом несколько совсем маленьких щенят. Собака подошла ближе и уставилась на Итана внимательным, почти человеческим взглядом, в котором не было агрессии, только напряженное ожидание. Итан медленно открыл дверь и вышел наружу, стараясь не делать резких движений, и когда он приблизился, собака тут же отодвинулась еще дальше, явно освобождая ему место и демонстрируя полное отсутствие намерений защищать щенят силой. Мужчина опустился на колени и начал осматривать малышей, и почти сразу понял, что один из них находится в критическом состоянии. Задняя лапа была глубоко повреждена укусом, ткани вокруг раны были воспалены, и инфекция уже начала стремительно развиваться, так что без срочной помощи щенок не пережил бы ночь. Он осторожно поднял раненого малыша, и в этот момент собака напряглась всем телом, но не сделала ни шага вперед и не издала ни звука, полностью доверив судьбу детеныша человеку. Итан занес щенка в хижину, положил его на стол и сразу же приступил к оказанию первой помощи, промывая рану, накладывая повязку и вводя антибиотик, а собака последовала за ним и остановилась у входа, не вмешиваясь, но не отводя взгляда от каждого его движения. Когда щенок тихо заскулил от боли, Итан стиснул зубы, понимая, что повреждение гораздо серьезнее, чем казалось сначала, и что даже при всей помощи исход остается неопределенным. Пока он работал, в голове у него возникал один и тот же вопрос. Почему собака, явно пережившая контакт с людьми, решилась прийти именно к нему, и какая цепочка событий привела ее к этому отчаянному шагу? Ответ был прост и жесток. Всего несколько часов назад эта собака была домашней, но ее хозяин, не желая возиться с потомством и считая щенков ненужной обузой, вывез ее глубоко в лес и просто выбросил, оставив одну с новорожденными детенышами. Она блуждала, пытаясь спрятаться и защитить щенят, пока запах крови и слабости не привлек волчью стаю, которая быстро взяла след и пошла на сближение. Волки атаковали стремительно. Один из щенков был ранен в суматохе, и собака, обезумев от страха и боли, кинулась на волков. Шансов выжить у нее не было, но в этот момент, привлеченный звуками схватки, рядом появился огромный медведь. Волки, увидев настоящего хозяина леса, быстро растворились в лесу, посчитав, что медведь легко отберет у них добычу. Но медведь лишь осмотрел щенят и медленно ушел обратно, оставив мать и детенышей в безопасности. Собака из последних сил пошла по лесу в поисках спасения, пока не встретила дом Итана. Когда мужчина заканчивал перевязку, снаружи раздался протяжный вой, и он сразу понял, что стая уже близко.
Выглянув в окно, он увидел серые тени, скользящие между деревьями, и понял, что волки окружают хижину, двигаясь слаженно и уверенно. Он схватил рацию и попытался вызвать помощь, но получил ответ, что спасатели смогут добраться сюда не раньше, чем через час. Волки уже начали царапать стены, принюхиваться к щелям и искать слабые места, и Итан понял, что ждать нельзя. Он начал использовать все, что было под рукой: аэрозольные баллоны, газ, химические раздражители, превращая исследовательское оборудование в средство обороны. Когда один из волков попытался просунуть морду в щель у двери, Итан поджег струю аэрозоля, и пламя вырвалось наружу, заставив зверя с визгом отскочить. И именно в этот момент над лесом раздался гул двигателя, и лучи прожекторов разрезали воздух. Это был вертолет спасателей, которых все же удалось направить после сигнала, дошедшего до руководства службы охраны животных. Сигнальные ракеты и шум заставили волков отступить, а собаку и щенят срочно доставили к ветеринару, где им оказали специализированную помощь. Спустя несколько месяцев Итан, однажды утром, сидя с чашкой кофе у своей хижины, он увидел знакомую собаку и подросших щенят, которые остановились на расстоянии, спокойно посмотрели на него, не издав ни звука. Мужчина улыбнулся, поставил кофе и опустился на землю. Вся собачья семья бросилась в его объятия, как будто вместе она были всю жизнь. Так собака с щенятами обрела новый дом, а Итан впервые за долгие годы был рад, что в его доме поселились шум и суета. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.